Всем привет! Сегодня приготовим сразу два вида шпинатных сырников, соленые с сыром и сладкие с вишневой начинкой. Шпинат придает им красивый натуральный цвет и отлично сочетается с творогом. Внешне они похожи, но вкус у каждого совершенно разный. В конце видео поделюсь, какой вариант понравился мне больше. Давайте готовить. Подробный рецепт под видео. Для начала подготовим вишневую начинку. У меня вишня замороженная. Добавляю сахар, кукурузный крахмал, хорошо перемешиваю и ставлю на огонь. Довожу до кипения и провариваю около 30 секунд до загустения. Затем перекладываю начинку в другую миску и оставляю до полного остывания. Теперь подготовим шпинат. Я заранее его промыла и обсушила. Перекладываю шпинат в чашу блендера, добавляю 1 яйцо, 2 желтка и щепотку соли. Все пробиваю блендером до получения однородной, ярко-зеленой массы. Далее соединяем шпинатную массу с творогом. Для этого рецепта лучше взять творог более жирный и плотный. С ним сырники будут лучше держать форму. Все хорошо пробиваем блендером до однородности. Добавляем крахмал и муку, обязательно все просеивая. Количество муки может отличаться. Все зависит от влажности творога, поэтому добавляйте ее постепенно. Масса должна получиться мягкой, но при этом хорошо держать форму и не липнуть к рукам. Все хорошо перемешиваем и делим массу на 2 равные части. Из одной приготовим соленые сырники с сыром, а из второй – сладкие шпинатные сырники с вишневой начинкой. Начнем с соленого варианта. Добавляем натертый твердый сыр, мелко нарезанный укроп, зубчик чеснока и соль. Все хорошо перемешиваем. Масса для соленых сырников готова. Для сладкого варианта добавляем сахарную пудру по вкусу и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем. В итоге у нас получилось 2 основы – соленая и сладкая. Теперь приготовим соленые сырники. Присыпаем рабочую поверхность мукой и формируем шарики одинакового размера. В центре каждого делаем небольшое углубление и кладем кусочек сыра. Затем аккуратно защипываем края, обваливаем в муке и придаем заготовкам аккуратную форму. Я делаю это при помощи стакана. Так они получаются более ровными и аккуратными. Таким образом формируем все сырники и выкладываем их на отдельную доску. Такие заготовки очень удобно замораживать, а затем готовить по мере необходимости. Я же сегодня приготовлю их все сразу. Перед жаркой можно убрать сырники в морозильную камеру на 30 минут. Так они лучше стабилизируются и будут отлично держать форму. Теперь приготовим сладкие сырники.
Формируем шарики такого же размера и выкладываем их на присыпанную мукой поверхность. В центре каждого делаем небольшое углубление и добавляем вишневую начинку. У меня получается примерно по 3 вишни на 1 сырник. Затем аккуратно защипываем края, формируем сырные заготовки и также выкладываем их на доску. Разогреваем сковороду на небольшом количестве растительного масла. Обжариваем сырники с 2 сторон по несколько минут. Готовьте их на небольшом огне, чтобы сохранить красивый цвет шпината. Довести сырники до готовности можно прямо на сковороде, но я предпочитаю после обжаривания отправить их в духовку. Таким же образом обжариваю сладкие шпинатные заготовки с 2 сторон по несколько минут до легкой румяной корочки. Выкладываю их на противень, соленые и сладкие отдельно. Запекаю при 180 градусах около 12 минут до полной готовности. И посмотрите, сколько их получилось. Из 1 килограмма творога целая партия необычных, вкусных шпинатных сырников. Выкладываем на блюдо. С одной стороны соленый вариант, с другой сладкий. Подаем их со сметаной. Я именно так люблю больше всего. Посмотрите, какая красота и как много их получилось. Такие сырники можно замораживать, но у нас они исчезли за считанные минуты. И, как я обещала в начале, скажу, что больше всего мне понравился соленый вариант с сыром. По вкусу он напоминает хачапури, тянущийся сыр и очень сбалансированный вкус. Ну и сладкие с вишней тоже получились очень вкусными. А какой вариант выбрали бы вы? Сладкий или соленый? Пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. До новых вкусных встреч!